Путин впервые говорит о завершении специальной военной операции и заявил, что конфликт близится к концу. Зеленского обвинили в атаке на жилой дом в Румынии. Армения хочет в Евросоюз. Москва не держит, но положила на стол счет. Всем привет. Это Медиашот, канал, где новости объясняют, а не просто зачитывают. Я Александр, и сегодня разберем все по полочкам. Лайк, подписка и начинаем. Путин заговорил о завершении. Не о победе, не о переговорах, именно о завершении. И это не случайная оговорка. По итогам визита в Казахстан российский президент ответил на вопросы журналистов, и одна фраза сразу разошлась по всем каналам. Ситуация в зоне конфликта, по его словам, имеет тенденцию к завершению. Но когда именно, он отвечать отказался. Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. И вот в чем суть. Путин не блефует. Он прямо сказал, это заявление основано на реальном анализе ситуации на поле боя. Инициатива полностью в руках российских военных, наступление идет по всем направлениям. Именно это, по его словам, дает право говорить о приближении к финалу. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению. Параллельно Зеленский продолжает атаки. Старобельск, западные беспилотники, удары по российской территории. Путин прокомментировал и это. Спокойно, без эмоций. Ответ один – укреплять противовоздушную оборону. Да, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это, и будем делать это дальше. Самый жесткий момент пресс-конференции – не про военные позиции. Путин прошелся по европейским СМИ. Жестко и предметно. Удар по Киевскому региону, в эфире весь день, обстрел Старобельска, где погибли дети, ни слова. Он назвал это не средствами массовой информации, а средствами массового одурачивания. И привел конкретные примеры, не абстрактно, а с деталями. Вот о том, что мы ударили по Киевскому региону с утра до позднего вечера. Злобный такой-то, агрессор, опять ударил, вот такие-то разрушения, такие-то проблемы. Но вы знаете, вам, представителям средств массовой информации, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто это не существует. Что это такое? Это средство массовой информации? Нет. Это средство массового одурачивания. Отдельно про переговоры. Здесь Путин был предельно четок. Переговорного трека нет. Но каналы связи не закрыты. Россия, по его словам, никогда от переговоров не отказывалась. И сейчас не отказывается. Готовность есть. Предложения нет. Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются. Но переговоров как таковых нет. Хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров. Пожалуйста, мы их не останавливали. Мы готовы к их предложению. И финальный штрих – Минские соглашения. Путин напомнил, Запад уже один раз разрушил договоренности. Теперь Москва будет смотреть на любых переговорщиков из Брюсселя с другим уровнем доверия. Точнее, с его практически полным отсутствием. Ночью 29 мая в румынском Галаце, 13 километров от украинской границы, ударный беспилотник врезался в жилой дом. 2 пострадавших, один из них подросток. Румынские военные отреагировали быстро. Подняли 2 F-16, но перехватить над городом не рискнули, слишком высок риск для мирных жителей. Зеленский отреагировал еще быстрее. Позвонил президенту Румынии Никушору Дану, выразил поддержку от лица всех украинцев, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заявил, что Украина готова помочь с безопасностью Румынии. Красивый жест, почти союзнический. Проблема одна – виновником оказалась сама Украина. Президент Румынии публично изложил реальную картину. Дрон входил в группу из 43 беспилотников. Часть перехватили над украинской территорией. Один был поражен системой обороны в районе Рени, изменил траекторию и упал у Галаца.
20 километров по прямой. Своя же противовоздушная оборона отправила обломки на территорию страны НАТО. На самом деле это не просто неловкая история с дроном, это системная проблема. Украина годами выстраивала нарратив: мы щит Европы, мы защищаем НАТО от российской угрозы. Зеленский эксплуатирует этот тезис на каждой международной площадке: в Брюсселе, в Вашингтоне, в Лондоне. Дайте оружие, дайте деньги, потому что мы на передовой. Но когда украинская оборона роняет обломки на жилые дома в странах Альянса, нарратив трещит. Уже не первый раз. В ноябре 2022 года похожий инцидент произошел в польском Пшеводуве. Тогда погибли двое. Несколько эпизодов фиксировала и сама Румыния. Каждый раз обвинения в сторону России, расследование. Но терпение партнеров не бесконечно. Особенно, когда президент страны-виновника успевает позвонить раньше, чем выясняется правда. Армения уходит. Или нет? Уже несколько месяцев Ереван балансирует между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Путин решил помочь с выбором. Не давлением, цифрами. Позиция Москвы с порога: не держим. Суверенное право. Гуманитарные связи останутся. Путин произнес это публично. У нас особые отношения России и Армении, России и армянского народа. Я и Николаю Воваевичу говорил, он подтвердит это. Я ему сказал, что все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет. Это и каких бы решений ни были. Это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей. Но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Все нужно посчитать, внимательно посмотреть и сделать решение, и принять решение. Дальше. Математика. Выход из Евразийского экономического союза бьет по всему сразу: по торговле, по мигрантам, по энергетике, по транспорту. Путин прошелся по каждому пункту отдельно. И это не угрозы, это просто механика. Участие в соглашениях о свободной торговле. Они тоже будут закрыты. К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Надо посчитать, что это такое. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию? Во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Сейчас про транспорт скажу дополнительно. Это дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты. Это значит, для того, чтобы получить доступ к ОМС, нужно будет прожить не меньше 5 лет. И так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить. Так, теперь восстановление, придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. Так? И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских. Сейчас действуют внутренние российские тарифы. На тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. Итог по независимым экспертным оценкам – минус 14% ВВП. Путин сам сделал оговорку – это не российские данные. Для небогатой страны эта цифра серьезная.
по нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. Много это, немало. Это другой вопрос. Но все-таки надо все это взвесить, посмотреть. Для контраста Путин привел динамику. Евразийский союз за 3 года вырос на 11,4%, Евросоюз на 3%. Разница говорит сама за себя, особенно на фоне того, что Евросоюз до сих пор не дал Армении ни четкого плана членства, ни внятных гарантий. Учитывая заявление Еревана о возможном геополитическом развороте, Москва призвала зафиксировать окончательный выбор армянского народа юридически, чтобы избежать затяжной неопределенности. Путин сказал прямо: проведите референдум как можно раньше. Ускоренные темпы роста. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей, премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения, в Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше. По сути, это классическая игра. Москва публично снимает с себя давление, но выкладывает полный прайс-лист последствий, чтобы армянское общество считало само. Украина уже стояла на таком перекрестке. Чем закончилось, люди знают. Итак, что мы имеем сегодня? Конфликт, по словам Путина, движется к финалу. Украина роняет дроны на союзников по НАТО, и это официально. Армения стоит на развилке с прайс-листом в руках. Пишите в комментариях, особенно по Армении, там точно есть что обсудить. Все читаю. Лайк и подписка, если выпуск был полезен. С вами был Александр. Скоро увидимся. Всем пока.